Привет, мои дорогие. Сидел до полночи, ждал, когда хоть какие-то новости насыпят. Новостей не так густо. Поэтому что есть, то есть, дорогие мои. Ну и понятно, что главные темы обсуждения котел уже в Покровской и Мирноградской агломерации уже практически закрыли, дорогие мои. Ну, это так пишут СМИ. Ну, конечно же, не украинские СМИ. И Бельгия пошла в отказ, что Евросоюзу придется искать деньги. Но они как бы сами себя сейчас в долги загоняют, дорогие мои. Ну и хочу сразу же показать вот такую вот статью. Это Стармер вместе с Эрдоганом. Британия обсудит с Турцией продажу 40 истребителей Еврофайтер. Хотя у Британии были бы свои там, ну это Рейтерс пишет, вот, премьер-министр Стармер проведет встречу с Эрдоганом в Анкаре, чтобы обсудить поставку 40 истребителей Еврофайт Тифон. Ну вот у меня вопрос задается один. Для чего они это делают? Ну для чего? А Россия ни на кого нападать не собирается. Ну, на европейцев тем более. Я вам объясню просто одну вещь, что Россия прекрасно понимает, что нападение объединит Европу, поэтому они этого делать не будут. А кто будет нападать? Поэтому Германия выделяет на 26 год 377 миллиардов. Этот летит, чтобы у турков купить 40 истребителей. Ну так, нормально. Но Россия будет нападать. Понимаете? И постоянные нарративы, что к 30-му году Россия нападет. Ну, тут, я не знаю. Готовимся к Третьей мировой, дорогие мои, потому что, ну, это все как раз к ней ведет. Ну, она будет не такая, ну, как обычные войны. Она будет... Там мне люди пишут, что от атомной бомбы эффект не такой, как от атомной электростанции. А какой там эффект? Такой, как в Хиросиме, где 10 тысяч человек просто сгорело в секунду? Не такой, да. Вообще безболезненный там. Прям как поддержали того спикера, который об этом говорил там на видеоблоге, да, там у кого-то они там на подкасте. Он говорил, что ничего страшного. В Хиросиме ничего, ничего там страшного не было. 10 тысяч просто сгорело в первую секунду. Остальные облазили там. И домирали от ожогов и всего остального. А так вообще, ну, Чернобыль опасней, намного опасней. Конечно. Я реально в шоке от таких людей. Откройте там, даже если Википедию не можете открыть, напишите количество погибших в Хиросиме и Нагасаки в GPT. Он вам ответит полностью, сколько человек там погибло в первую секунду, потом в первый месяц, потом в первый год, и сколько их домирало там. А потом будете сравнивать с Чернобылем. Я в шоке, серьезно, я в шоке от этих людей, которые говорят, да ну ты что, от ядерной бомбы не так страшно, ты что, Чернобыль куда страшнее. Жесть вообще. Ну и сейчас США давит на Венгрию, чтобы они не покупали нефть, ну и также там и на Словакию и так далее. США оказывает давление на Венгрию, требуя снизить зависимость от российской нефти, сообщает Bloomberg. Вашингтон отклонил аргументы Будапешта о невыборе и пообещал помочь в поиске альтернативных поставщиков, заявил посол США при НАТО. Ну, это Уитакер, это есть такое при Европе, при НАТО, такой ястреб войны, который там еще от демократов остался. В отличие от большинства стран ЕС, Венгрия почти полностью зависит от России в поставках нефти и газа. Премьер Орбан утверждает, что защищает страну от санкций и консультируется с МОЛ НИРТ. Однако вопрос об альтернативном маршруте через Хорватию остается открытым. Ну и также этот же и заявлял, ну я имею в виду посол США. Мы ожидаем, что Венгрия, Турция и Словакия планируют отказаться от российской нефти и газа. Тем временем объем нефти, который... Ну вот Индия, еще раз я вам подтверждаю, да, что это не о каких-то там партнерствах. Закупила в октябре у США 540 тысяч баррелей в сутки. Рекордный показатель с 2022 года, передает газета The Economist. Со ссылкой на аналитические данные Кеплер. Вот такая Индия, дорогие мои. Поэтому, знаете, БРИКС там они все затанцовывают, когда им интересно. Ну,
также многие аналитики подтверждают, что Индия для того, чтобы типа работать с Россией, будет просить у нее еще и скидку. А цены-то взлетели на самом деле. Уже на 9% на марку Brent. Китайский народный банк запустил систему трансграничных расчетов на базе цифрового юаня. Это ECNY. Еще в марте 2025 года. К ней уже подключены 10 стран Асии. Бруней, Камбоджа, Индонезия и другие. И 6 стран на Ближнем Востоке. Это ОАЭ, Саудовская Аравия и так далее. Потенциально это позволит обходить SWIFT и доллар в объеме от 30 до 40% глобальной торговли. Платежи на основе технологии CBDC теперь занимают секунды, а не дни, как в системе SWIFT. Так что прекрасно. Ну и хочу вам показать вот видео, где показывается за 1 минуту, как брали Покровск. Потому что Трамп сказал, что уже 4 года стоят на месте. Ну вот, наблюдаем, как стоит на месте Россия. Смотрим внимательно, как они же там стоят на месте же. Очень интересно, они стоят на месте. Очень интересно. Ой-ой-ой. Уже к 1 августа, смотрите, как стоят на месте. И вот там вот сверху, видите, да, слева сверху. Вот там вот сомкнется кольцо. Ну, уже говорят, сомкнулось. Горлышко, как его называют. И вот получается, что и Мирноград там, и Покровск. Все в кольце, в полном. 5500 военных. Это по октябрь. Так что, ну, стоят на месте, и, то есть бесспорно. Бумажный тигр стоит на месте, без всяких этих. Ну и вот сегодня Зеленский раздавал угрозы, пригрозил России расширением географии дальнобойных ударов. Российская нефтепереработка уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности, пишет кто-то там со ставки. Ну, я считаю, что он ведет к гуманитарной катастрофе. Вот, а лидеры ЕС ему там подплясывают. Ну, я сейчас наблюдаю за тем, что происходит между Германией и Китаем. Германия уже начинает что-то давить на Китай, но что-то не получается у них. Поехали дальше. Вот интересная статья. Сейчас я вам прочитаю. Министерство обороны России заявило о захвате сразу 3 сел за пределами Донбасса. Это Егоровки, Днепропетровской области, а также Новониколаевки и Привольного в Запорожской. Все 3 деревни находятся на правом берегу реки Янчур, которую россияне уже перешли во многих местах. Давайте это все соотнесем к тем движениям, которые делает Трамп. Ну, Трамп всегда говорил, что он знает, что Путин хочет захватить всю Украину, и он ему этого сделать не даст. И я уже еще, наверное, в начале этого года говорил о том, что фронт там рухнул на самом деле. Они его просто мясными платками сдерживали. Но сейчас он уже вообще там, грубо говоря, там та арбузная корка превратилась в пленку. И, конечно же, ему это докладывают. Но при этом Зеленский что делает? Зеленский нагло врет Трампу. Он говорит, что Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Вы заметили это, да? И для Зеленского очень важно, чтобы вот то вот кольцо, точнее не кольцо, а вот то горлышко не схлопнулось. Но это от него не зависит. Оно уже схлопнулось. И когда Россия заберет еще там 18%, да, вот тех территорий Донбасса, тогда у Зеленского какие будут козыря? Путин сейчас как раз и показывает Трампу, что нет никакого бумажного тигра, что он сейчас со всех сторон будет давить. И будет показывать Трампу, кто там на самом деле выигрывает, а кто проигрывает. И Трамп, получая сигнал непосредственно на Зеленского, что скоро вообще вся Украина падет, а для Америки это беда, понимаете, включает все санкции и все остальное. Вот посмотрите, еще раз говорю, возьмите Покровск в зависимости с теми движениями, которые делает Трамп. Путин позвонил, они договорились о том, что это все будет на линии фронта. Окей. Путин взял там паузу на 2 недели. Тут же прилетает Зеленский и говорит, что нельзя так. Потому что пока вы будете эти 2 недели там делать встречу,
он захватит там и Покровск, и все остальное. И надо предпринимать какие-то санкции, чтобы оттормаживать Путина. Начинает предпринимать санкции, но понимает, что санкции не дадут быстрого эффекта. Посмотрите, у Трампа озадаченное лицо, потому что он понимает, что сейчас большие проблемы в Украине, огромные проблемы. И проблемы в Украине непосредственно связаны с тем договором о редкоземельных металлах, который он подписал с Зеленским. Дальше он идет с другой стороны, летит туда к Си. Но для того, чтобы взять Си за одно место, он направляет войска к Венесуэле и параллельно летит туда к Си. Понимаете? Рассказывая Си о том, что вот мы сейчас у тебя заберем Венесуэлу, и потом в конце концов ты останешься без огромного куска нефти, ну и твоя экономика ляжет. Поэтому для того, чтобы этого не было, давай-ка ты не будешь сотрудничать и помогать Путину. Скорее, больше помогать Путину ты не будешь. Для того, чтобы Путин остановился и не продолжал давить дальше. Вот как выглядит эта картина. Потому что во всех СМИ мы видим западных, Украина не проигрывает, Россия не выигрывает. В Украине там вообще просто заливают дерьмом уши, просто несусветным дерьмом, рассказывая о том, что там никто ничего не выигрывает, там никто никуда не зашел, никакие села не берут. А по факту происходят совсем другие дела. По факту происходит продвижение и пролом того фронта. И вот как вот говорят, на нескольких направлениях. Все три деревни находятся на правом берегу реки Янчур, которую россияне уже перешли во многих местах. Я повторяюсь. Украинский боец Мучной пишет, что в Егоровке еще идут бои, но только за северную часть села. Остальную территорию контролирует Россия. Украинские бойцы удерживают позицию, но ситуация остается тяжелой. Враг постепенно подтягивает силы и может полностью занять этот рубеж в ближайшее время, пишет Мучной. Также, по его информации, мясорубка идет в соседнем Вишневом, которая держится на пределе и может вскоре перейти под контроль России. По селам южнее в Запорожской области с украинской стороны подтверждений нет, но военный корреспондент Рёбки считает, что они захвачены. Видите, они не показывают статистику, и Дмитриев туда специально полетел для того, чтобы докладывать, что происходит на фронте на самом деле. Ситуация для украинских войск в Запорожской области стремительно ухудшается. Российские войска в течение последних 24 часов захватили Новомихайловку, Павловку, Привольная. Успеновка вот-вот пойдет, что открывает путь Гуляй-Полю севера. Написал Рёбки. Указанные запорожские села находятся в целом на том же участке фронта по реке Янчур. И если подтвердится их потери, то по сути ВСУ будут вытеснены с левого берега этой реки на участке от Егоровки, район Покровского, Днепропетровской области, до района Гуляй-Поля. Также от Егоровки остается чуть больше 4 километров до трассы из Покровска на Гуляй-Поле, которая, похоже, переходит под плотный огневой контроль России. Военные эксперты полагают, что цель наступления российских войск – выход в северный тыл Гуляй-Поля, а в перспективе укрепрайона ВСУ в Орехове. Бумажные тигры. И еще раз хочу сказать, что я слушаю украинских военных, которые не пробитые, которые говорят действительно, что происходит, что в России больше людей, раз, и больше пушек, два, дронов, три, и мотиваций больше. Понимаете? Это 4 и основное. Сейчас включу вам Ушакова, послушайте, он рассказывает о том, куда зашли мирные переговоры. Поехали. Теперь хоть какие-то ориентиры по поводу возможной встречи с Трампом? Пока ориентиров нет, но Вообще никаких. но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, то это сохраняется. Ну, это получается, до Нового года точно уже ничего. Знаете, я не знаю. Вы помните, насколько быстро мы с Анкоридж договорились провести? Что мне еще добавлять, дорогие мои? Вы все сами слышите. Война может закончиться, как я говорю, как во Второй мировой. Добивать будет его аж там до самого Киева. Хотя сейчас, понимаете, он выезжает из страны очень быстро. Он не будет умирать вместе со страной. Это не его страна.
Он будет где-то там создавать это правительство на удаленке, которое будет там где-то кричать, вот знаете, там, как Саакашвили из тюрьмы. Только этот будет не из тюрьмы кричать, а откуда-то. Ну и будет ждать там, когда его карма настигнет. Но бить будут до конца. Не будет такого, знаете, перелома, как раз и все. И все пошли по разным углам. И все такие: о, а что, так можно было? Так что такая ситуация. Поехали. Вот как раз то, что я и говорил в самом начале, что Брюссель, я имею в виду Брюссель как Бельгия, не хочет давать деньги. Странам ЕС предложат набрать дополнительных долгов. Это пишет Политика для финансирования Украины, поскольку Бельгия заблокировала выдачу репарационного кредита под замороженные российские активы. По данным источников, теперь Еврокомиссия предлагает привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга. Однако эта идея среди европейских стран популярностью не пользуется, так как многие и без того перегружены долгами. Окончательное решение должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря. Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придется еще больше уйти в минус ради помощи Украины, заставит всех серьезно задуматься. Киев столкнется с серьезными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш. И на данный момент Европа единственный реалистичный вариант, пишет издание. Но еще реалистичный вариант — это когда из Венесуэлы сделают прокси непосредственно для Трампа, понимаете? Потому что только благодаря прокси можно будет отцепить Трампа. Ну и я просто хочу поговорить немножечко о его личности, потому что он непредсказуемый. Он играет вот этим, знаете, своими бизнес какими-то вещами психологическими. Он то набросом да, то нет. Его вертит, кружит вот так вот. И он между этим где-то что-то там успевает сделать. Ему надо взять Си, бежит на Венесуэлу, обвиняет всех, включая Китай, что они наркотиками торгуют. Ему надо еще что-то, он бежит туда, кричит. Вы помните, как он заходил в президенты? Отжать у Дании Гренландию, Канаду сделать 51-м штатом и так далее. Его просто разнесло в разные стороны. Потом раз, они все к нему прибежали, испугались его, что он действительно будет это все делать. И вот это его метод. Понимаете? Метод, я даже не знаю, что это за метод, как назвать, болвана, что ли, метод болвана, который, ну, я бы не сказал, что работает на Россию. Я бы не сказал. Единственное, что российская сторона правильно сейчас сделала, то, что отправила Дмитриева как человека, который будет подтверждать факты. Чтобы Зеленские не бегали вместе с этими куколдами и не рассказывали всему миру, и в том числе и Трампу, что Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Хотя, по сути, проигрывает. И это будет жирной точкой. И Трамп об этом знает, что Украина проигрывает. Потому что у него же есть своя разведка, но он принимает участие в этой игре вместе с остальными всеми. То есть до какого-то момента он был медиатором, который успокаивал Путина, что все, он там договорится, сделает все так, чтобы все пошли на мирные переговоры. Тянул, а Путин его не слушал. Продолжал. Потому что Трамп считает, что по звонку телефонному Путин может остановить все. Путин просто шоколадки им отправил. Кушайте и фразы читайте. Когда кушаете, пьете чай, закусываете и бумажечку читаете, что там пишется. Поэтому его и развернуло резко. Потому что и Лавров сказал, что никто ничего менять не будет. Но я вам просто объясню. Вот мы смотрим, да, там с июня месяца бьются за тот Покровск, куча людей погибло. И при звонке там Трамп говорит: ну все, останавливайтесь, хватит. Там осталось того Покровска. Ну, они туда закинули этот ГУР. Ну, его там дроны разберут, этот ГУР. Это факт. Там боятся вылезти из этого. Сейчас вот они вообще и крышку склопнули. Ну, горлышко это затянули. Как-то так, дорогие мои. Окей, новостей уже больше нет на данный момент. Огромное спасибо, дорогие мои. Всем спасибо за все. За поддержку, дорогие мои, за молитвы, за донаты, за все. Спасибо, огромное спасибо. Вот. Пока по новостям сухо, ждем. Вы знаете, когда чего-то нет,
Мне кажется, что Трамп развернет этот авианосец и откатит его куда-то. Просто так потанцует перед Си. Типа показывая, что смотри, если ты не согласишься, сейчас я возьму быстренько по щелчку Венесуэлу. Ждем, ждем чего-то позитивного. Всех обнял.